Доброго времени суток, с вами Дима Черт, и это четвертая часть пересказа книги «Звездный десант» Роберта Хайнлайна. Устраивайтесь поудобнее, лайк авансом приветствуется, подписка, буду очень признателен, потому что на текущий момент 90% смотрит ролики без подписки, и я вас всех вижу в статистике. Самое осуждаемая, обсуждаемая и вызывающая бурю в стакане и не только книга Роберта Хайнлайна, противоречивая для внешнего пользователя, но не для Хайнлайна. Мы продолжаем ее пересказывать. Собственно, четвертая часть у нас посвящена рутине. Хайнлайн учебному лагерю, в котором проходит обучение Джонни Рика, главный герой книги, ключевой ее персонаж, уделяет достаточно подробное внимание. И эта рутина тоже показательна. Собственно, вообще, эта глава описывает то, чем занимается функционал этого самого учебного лагеря. Для чего оно нужно. И этот самый функционал делится на две части. Две основные потребности закрывает. И как у военных принято, все двойного назначения, как минимум. Вот у лагеря также двойное назначение. Первое — это отсев. Рика описывает то, что график и темп жизни в лагере просто ужасающий. Во всяком случае, ему так казалось, когда он сам проходил там учебу. Теоретически по уставу полагается порядка 8 часов сна, плюс 1,5 часа на личные дела. Звучит, в принципе, очень даже неплохо. Если у вас больше одной работы, то устройте, пожалуйста, поудобнее, когда вы смотрите это видео, заварите себе чаю и попробуйте отдохнуть. Так вот, вполне вероятно, что у вас часов сна-то получается меньше, а на себя времени уж точно не остается. В принципе, у Рика также. Потому что ночные побудки, дополнительные марши, ночные пробежки, все это, наряды, караулы, плюс форму и себя нужно содержать в порядке. Собственно, на построение регулярно могут задать вопрос: ты, курсант, мыт? Если за последние 1,5 суток боец душ принимал, то он отвечает мыт. Если нет, то там и нарядики, и, говорит, один у нас отличился. Пару раз я проверял, что якобы помылся, а на самом деле спал. Потому что сон — это самое ценное, что есть у бойца, что есть у десантника, что есть у курсанта. И там даже горизонтальной поверхности не надо, не то что кровать, потому что от кровати мы избавились через неделю с момента появления в лагере. Ну как избавились? Нам приказали, мы эти кровати взяли в лапки и потащили 7 миль до ближайшего склада. Но к тому моменту уже земля оказалась мягкой, уютной и спалось замечательно. Пару раз проверял, а вот один прям совсем взорвался, это было сильно и по запаху, и внешне заметно, и тогда его всем отделением мыли по указаниям капрала. А это, говорит, неприятная процедура, экзекуция, хотелось бы избежать. И это не только позорно, но и прям физически, естественно, неприятно, когда тебя отдраивают 6 каких-нибудь других чужих мужиков, да? За собой следить надо? Надо. И кажется, что вообще там очень много, когда издеваются или жестокость проявляют. Но Рика сравнивает работу обучающих офицеров с работой абсолютно профессиональных хирургов. Хирург не испытывает, как правило, упоминает он, не испытывает какого-то сексуального удовольствия от того, что он отсекает пораженную болезнью или загноением часть от здорового организма. Но также капралы и сержанты, обучающие нас, они не испытывали. Это тщательно отобранные специалисты-профессионалы, которые, тщательно взвешивая все параметры, контролируемо причиняют жестокость по отношению к ученикам. Отсеиваются наиболее слабые духом, отсеиваются слабые физически, морально не готовые. Кто-то переводится в другие части. Например, он приводит прям попа-боль у меня в этом моменте книги, в отличие от юношества, происходит. Потому что упоминает он, сейчас скажу, старика Карузерса. Старик Карузерс очень хотел именно в мобильную пехоту, и он очень старался. Так вот, старику было что-то около 35 лет. Очень большой старик. Тоже поплохело, да, по ту сторону экрана? Вот и я с этим теперь живу.
Ну, для Рика, которому вот только-только исполнилось 18, вполне вероятно. Человек в 2 раза больше, чем он прожил. Естественно, физически он не вытянул, и после очередного марш-броска его просто на носилках из лагеря выносили, а он с этих носилок хрипло кричал: «Я еще вернусь! Я еще буду в мобильной пехоте». Его сослуживцам казалось, что они больше с ним никогда не встретятся. В общем-то, большая часть с ним, наверное, и не увиделась, а вот Рика как-то с ним пересекся. Вопреки предположению, что его просто вообще спишут на большую землю в гражданские, он встретил этого Карузорса в роли 3-го повара на каком-то из кораблей флота. То есть тот стал флотским. Рика упоминает, что этот самый старик так гордился, что проходил обучение в учебном лагере Курье, как и носился с этим, что он там учился хоть сколько-то, как его отец носился с гарвардским акцентом своим. Кто-то отсеивался, кто-то оставался. Мне параллель с хирургией с одной стороны нравится, а с другой стороны мне не нравится статистика. Потому что Рика также упоминает, что там к определенному моменту от их роты, в которой он стоял, грубо говоря, остался взвод. Если бы хирурги так проводили свою работу и усечение лишнего, жить было бы тяжелее. Требования к мобильной пехоте огромны. И, соответственно, весь этот изматывающий и жестокий учебный лагерь, он отсеивает неподходящий элемент. А вторая часть, она, безусловно, взаимодействует с первой. Это, собственно, само по себе обучение. Лагерь же должен не только называться обучающим, а не отсеивающим. Он должен и выполнять эту функцию. И вот Рика упоминает, что уже через какой-то промежуток времени, недельки через 4, они могли бежать-то уже не особо запыхиваясь по 50 миль в день. 50 миль — это дохрена. Это прям очень много. И они то бегали быстро, потом медленно, потом шагом, потом снова быстро, то еще как-то. Оттачивали строевой шаг. Все это перманентно проходило. Рика отмечает, что в дальнейшем, говорит, несмотря на то, что тогда мне это казалось крайне жестоким, крайне тяжелым и абсолютно бредовым, как пример бредовости он описывает то, что ему выдали тунику, которая была размеров на 5 больше, чем он сам. И он обратился, тогда еще не знаю, к сержанту, что тот сержант, что он там в планках на тот момент Рика не разбирался. И он обращается к кладовщику, грубо говоря, как он его представляет. Он думал, что вообще, возможно, волен наемный персонал. Типа: «Сэр, мне выдали тунику не того размера». Он говорит: «Рядовой, кажется, вы не совсем понимаете. В армии есть 2 размера. Очень большой и очень маленький. И вам повезло. У вас очень большой. Я, говорит, так и быть, просто по доброте душевной, держите иголку, держите нитку. И сделайте так, чтобы она была вам как раз. Ножницы не предлагаю, справитесь бритвой. Рекомендую, говорит, на поясе ее все-таки ушить, а в плечах оставить пошире, чтобы потом не мучиться». Ну, Рика удивлен был, ему казалось это бредовым, типа, почему нельзя сделать одежду, но кое-как сделал. Естественно, вечернее построение его за недостойный десантника внешний вид, безупречно лощеный Зим, говорит: «Сделайте получше, у вас как раз есть вечерние 1,5 часа». Пришлось сделать получше несколько раз. С 100-й попытки получилось, выглядеть он стал чуть-чуть лучше. Может быть, просто разъелся на тех харчах и физических нагрузках. Так вот, возвращаясь к бегу на 50 миль. Рика описывает одну из ситуаций. Она произошла примерно через 2 дня, как он получил учебно-капральские нашивки. Ничего особо ценного в этих капральских или псевдокапральских нашивках нет, потому что через учебно-сержантский состав, то есть это не сержанты-инструкторы и не капралы-инструкторы, которые их учат, а именно среди вот этих курсантов выбирается какой-то старший. Но, тем не менее, это определенная ответственность за отделение, и поэтому только ты получаешь наряд вне очереди не только тогда, когда ты накосячил, а еще и когда накосячил кто-то из твоего отделения. Награда классная, очень интересная, тамада здоровский. Проходит буквально 2 суток с того, как он получил эти капральские нашивки, и они отправляются бежать. Собственно, они этим перманентно занимаются. И вот они бегут. Небольшая остановка днем, бегут дальше. Вечер уже, солнышко начинает садиться. Не бегут. Начинает темнеть. Остановка, строй. Ничего вокруг. Поля, напоминаю. Степь. Какие-то холмы. Какие-то приблизились, какие-то удалились. До лагеря
Понятно, что день бежать обратно. Техники не видать. А они налегке. И вот, значит, построение. Он говорит, вольно разойтись. Исполняющий обязанности, в общем-то, капрала. Рика подходит к Бронски. Это капрал-инструктор, настоящий, в самом делешный. Говорит, сэр, я хотел бы узнать, а что там по поводу еды? Вот пожрать бы как бы хотелось бы, наверное. О, говорит, у вас нечего жрать? Ну, говорит, я, в принципе, в таких же условиях, как и вы, но у меня есть пара галет. Рика отмечает, что отказывается, потому что к тому моменту уже все приучились, или большинство приучилось, осознают, что, в общем-то, в столовой тех же галет, сухофруктов, а то и шоколадку можно совершенно спокойно в какой-нибудь кармашек на форме заныкать, сухарник там, тех же подсушенного хлеба закинуть. И вполне себе полезная привычка. Он говорит, никак нет, сэр, мы как-нибудь справимся. А что по поводу сна? Говорит, у нас ничего нет. Правда? А я, говорит, даже не заметил. Ну, ничего не знаю, у меня столько же информации, сколько у вас, учебный капрал. Спасибо, сэр, никаких больше вопросов. Говорит, может, какие-то советы? Бронский такой, ну, говорит, есть два варианта. Можете просто не спать, будете слегка вялым завтра, таким подуставшим. Вот, просто ходите и тогда не замерзнете. А вообще, курсант, вы когда-нибудь видели, как спят овцы на морозе? Он говорит, не приходилось. Они в одну кучу скапливаются и периодически меняются. В центре тепло, снаружи холодно, вот как-то выживают. Можете попробовать. Рика возвращается к своим, они как-то распределяют ресурсы, он говорит, долбоебы. Половину уже еду потеряли где-то по дороге, вторая половина ее сожрала, еще кто-то забыл взять. Ну, как-то распределили. По 2 сухие сливы и одной печеньки скушали и действительно спали, как эти самые овцы. Удовольствие на 3 из 10 не рекомендую, но спасти может, потому что снаружи холодно, ты в полусне, не можешь глубоко заснуть, пытаешься забраться внутрь. Естественно, ты туда забираешься, когда ты кому-нибудь заедешь по лицу, кто-нибудь матюгнется, потом кто-нибудь еще будет двигаться, переворачиваться с бока на бок, тебе обязательно кто-нибудь сапогом в лицо, кто-то храпит, кто-то дышит неприятно, но зуб ты вечером не почистишь. Это бесконечная ночь, полусна, наверное, все-таки лучше, чем не спать. Если такое случится, то, наверное, да, неплохой метод, но ну его нахрен. Такие аттракционы, думает Рика. И он бы, говорит, в этот момент я уже подумал, что можно было бы и слинять слишком жестоко и бессмысленно, но капральские нашивки меня почему-то удержали. И вот утро, построение, снова омерзительно прекрасный или прекрасно омерзительный Зим, который успел даже побриться. Как, где, с помощью чего, совершенно не очевидно. И они бегом возвращаются в сторону учебного лагеря. Как так? Просто вот на подножном корме фактически. Окей, бегут. Туда бежали в тишине, обратно Зим запевает. К тому моменту уже все знали, что у Зима нет музыкального слуха. Он абсолютно отвратительно фальшивит, но поет громко. Помните, я в прошлой главе, кто смотрел, обещал, что с Брэкенриджем мы больше не встретимся. Я случайно наврал. Я забыл об этом эпизоде. Вот после этой главы мы больше с Брэкенриджем не встретимся. У Брэкенриджа оказывается весьма музыкальный слух. Он в принципе достаточно музыкальный. И несмотря на большую громкость Зима, удается как-то вплести хоть что-то музыкальное в это пение солдатских песен. Соответственно, бежать становится веселее, даже темп начинает расти. Как-то они бодрее дошли до дома. Естественно, утреннюю разминку, которую я сейчас забыл описать. Рика, когда просыпается, он думает, что, я даже двигаться не могу. Не то, что там согнуться, чтобы достать ног. Нет, с помощью разминки в 20 минут как-то согрелся и так далее. А впереди еще бесконечно долгий день, потому что вернулись они быстрее, чем убежали. Домой, наверное, каким бы этот дом ни был, хочется больше, чем оставаться в поле. И к вечеру, естественно, все получили выволочку от Зима за недостойный внешний вид. Но подобный опыт, когда они без ничего практически, за исключением одежды там, и внезапно оказались за пределами лагеря на целые сутки, очень пригодился на тесте на выживание. Рик снова раздумывал о том, что надо бы, наверное, отказаться от этой мысли. Она периодически гложет его, она не проходит, что до гражданки-то, в общем-то, жить хорошо и замечательно. Но его что-то останавливает. Возможно, те же капральские нашивки. Отсев произошел уже колоссальный. И вот тест на выживание, их забрасывают куда-то в канадские горы, фактически нагишом.
Рика говорит, что мне повезло, я встретил пару зайцев за весь путь, поэтому и поел, и сделал себе условную одежду из их жира, потому что голодный десантник оказался более проворным, чем дикие зайцы. Вот, и даже какие-то себе подкрадули из этих зайцев смастерил. Потом в течение нескольких дней добирались и остальные. Рика был не первым, но далеко не последним. Правда, вернулись не все. Как минимум двое, собственно, не минимум, а двое курсантов на пункт встречи не вернулись. И, соответственно, все их искали, потому что десант своих не бросает до тех пор, пока есть хотя бы какой-то разумный шанс найти. Их искали с вертолетами, их искали все, больше 2 недель. И в какой-то момент все-таки нашли. И одного человека Рика не знает, это из какого-то другого отделения, другого подразделения, другой роты, австралиец, как ему казалось. А вот второй непосредственно из его отделения. Это был Брэкенридж. Обоих этих бойцов похоронили с воинскими почестями. Это было первые 2 человека, которые получили звание полного рядового мобильной пехоты. То есть настоящее воинское звание, а не курсанта. Это и потрясло одновременно Рика, и все больше все больше копится в нем это противоречие по поводу того, что это, наверное, не для него. И он не выдержит. Потому что Брэкенриджа, несмотря на его недалекость, наверное, в отделении любили, он подбадривал. Ну, опять же, да, человек, который поет, он всегда вызывает симпатию. И вот он был своим. Ты с ним спал, ты вот все делал, а его теперь нет. Не первые и не последние люди во время этого теста умерли в процессе обучения, но вот как-то это ему запомнилось. Тем не менее, Рика говорит, что в дальнейшем я прекрасно понимаю, что если мне придется идти в десант, я бы хотел, чтобы люди, с которыми я иду в прыжок, были либо из лагеря Курье, либо из аналогичного лагеря, который находится где-то в Сибири, потому что если они будут не из такого учебного лагеря, я не рискну, я не сяду в капсулу. Нахрен надо, я с тобой в прыжок не пойду. Вот какая-то такая небольшая главка, в которой описывается вот это вот общее понимание, наверное, учебного лагеря. Первое впечатление, рутина, и более частная история будет в следующей главе. Спасибо большое, что были в этой главе со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки. Очень жду комментариев. Подписывайте домашних животных. Огромная благодарность за подписку на Бусти, Лексору и за поддержку, да? Лексору и Любе. Вы очень классные. Оно все еще живо и так далее, благодаря вам в том числе. Вот. Спасибо, что были. Надеюсь, вам понравилось. Хорошего всем вечерочка, денечка, когда вы смотрите. Пока-пока.